Привет, мои дорогие! Как обычно, начинаем с фронта и уходим в политику. Сегодня интересное самое это то, что Залужный делал заявление с бумажечки, дорогие мои. Сам написал текст, чтобы не ошибиться, его читал. Начинаем с северского направления. Дорогие мои, российские войска продвинулись западнее Северска и оттеснили ВСУ у мелового карьера. Фиксируется закрепление россиян в восточной части Резниковки. Идут бои в Закотное, Озерное и в районе Дибровы. Переходим уже на Покровское направление, дорогие мои. На Покровском направлении у нас продолжаются бои в Гришино. Также силы обороны стягивают резервы к Сергеевке. В Мирнограде оборона украинских сил фрагментирована. По опорным пунктам ВСУ наносят удары авиация и артиллерия России. Переходим уже на Купинское направление. На Купинском направлении, дорогие мои, ВСУ усилили давление, закрепились в Мирном. На ряде участков западного Купинска идут бои с севера и юга города. На восточном берегу фиксируется боестолкновение у Кирилловки и Купинского узлового. Переходим на Днепропетровское направление, дорогие мои. На Днепропетровском направлении российские войска переправились через реку Гайчур и взяли крупный узел обороны ВСУ в районе небольшого населенного пункта Песчаное. Военные эксперты отмечают, что это продвижение позволяет россиянам расширить плацдарм на западном берегу реки Гайчур и продолжить наступление. На южном фланге российские силы продолжают штурм у Гуляйполя, идут ожесточенные бои в центре города. Дорогие мои, есть инсайды, что Гуляйполя скоро угуляют в сторону России, дорогие мои. Это заявление непосредственно Юлиана Рёбки, которое он делал сегодня, что российские войска вошли в Гуляйполе с юго-востока. Отдельные военные зафиксировались в центре города, сообщает Рёбки. Также, по его информации, российские силы захватили южную часть Варваровки. Российская сторона заявляет о ее полном захвате, расположенной в 3 километрах к северу от Гуляйполя. Ну, я читал, что есть предпосылы к тому, что скоро объявят опять на ставки, дорогие мои, что, как говорится, что Гуляйполе отошло, ну или освободилось. Так, поехали, у нас тут Залужный делал заявление, как обычно, это, нужно за этим посмотреть. Війна, на жаль, ще не завершилася, а нас вже хтось зробив ворогами. Це вже сьогоднішні реалії, те, що ми бачимо. Друге, а що ж може бути завтра? Треба розуміти, що опинившись в умовах, наприклад, різкого скорочення доходів, відсутності роботи, відсутності житла, можливості реалізувати себе у суспільстві та у сім'ї. Люди з бойовим досвідом і зброєю в руках. Ну, давайте я вам сокращу время на него, потому что, он говорит на украинском. Я просто хотел показать, как он это все читает, дорогие мои. Поехали. Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил об угрозе гражданской войны, как он говорит, и в Украине из-за возвращения военных с фронта. Об этом он сказал, выступая на форуме «Ветераны как новый политический субъект. Правила взаимодействия для послевоенной Украины». По мнению Залужного, демобилизованные бывшие военные в случае ухудшения экономической ситуации в Украине окажутся перед соблазном легких денег, которые можно заработать незаконным способом. Но если вы помните, Белецкий уже собирает эту банду, дорогие мои. Война, к сожалению, не завершилась, а нас уже кто-то сделал врагами. Это уже сегодняшние реалии, то, что мы видим. Кого нас? Тебя одного только. Это то, что он видит. Второе. А может быть, завтра надо понимать, что оказавшись в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможность Я не хочу читать. Я просто хочу вспомнить ту цифру, которую Зеленский пытается протолкнуть, если кто не помнит. 800 тысяч. Там 800 тысяч, которые вот сейчас вернутся с фронта, и что будет говорить Залужный? Их же надо содержать, Зеленский там всячески... У них что-то лебедь, рак и щука получается, дорогие мои.
Именно по полной. Я по-другому сказать не могу. Окей, Навроцкий обижается на Зеленского. Поехали. Президент Польши снова раскритиковал накануне встречи с Зеленским Зеленского. Ну, встреча должна быть в Варшаве в пятницу. Мы потеряли элемент партнерства между Польшей и Украиной. Президент Зеленский воспринимает Польшу как стабильный актив в отношениях, который не нужно делать никаких особых шагов. Я чувствую, что президент Владимир Зеленский за последние годы привык воспринимать Польшу как что-то само собой разумеющееся. С нами не нужно ничего согласовывать, не нужно разговаривать, потому что мы были рядом и давали все. Мы поддерживаем Украину и будем поддерживать в дальнейшем. Но мы должны научиться функционировать как партнеры, а не как младшие партнеры, заявил Навроцкий газете своей, вот этой вот там «Виртуально-Польска». Он говорит, что Зеленский охотнее работает с лидерами Запада, хотя украинский президент должен быть главным заинтересованным в присутствии Польши за столом переговоров. Навроцкий хочет обсудить с Зеленским дела, которые не только были реализованы, но во многих случаях даже были начаты, но при этом являются важными для поляков. Дорогие мои, там очень много чего интересного происходит. Да? Сейчас Навроцкий отменяет украинцам вообще такое понятие, как беженец, и будет их уравнивать ко всем иностранцам вообще. Так что меняется все. Но хочу сказать одну интересную вещь. Польша всегда заносила свой зад перед Украиной. Всегда. И вот там, как мне говорят люди, которые украинцы живут в Польше, что для того, чтобы тебя экстрадировали, достаточно, чтобы ты где-то шел по улице пьяный или ехал за рулем пьяным. То есть это экстрадиция, это никакие там не штрафы, это просто экстрадиция в Украину, дорогие мои. Так что как-то так интересненько. Поехали дальше. Украина и Россия провели обмен между гражданскими лицами. Россия передала Украине 60 человек, сообщил омбудсмен Лубенец после встречи с российской коллегой Москальковой. Была проведена процедура взаимовоссоединения семей. На территории Украины вернулись 15 граждан, большинство из которых маломобильные. Еще 45 граждан Украины были возвращены из пункта временного содержания иностранцев на территории России, сообщил Лубенец. В свою очередь Украина передала 15 граждан России, дорогие мои. Но хочу сказать, что в России сегодня была большая трагедия, потому что там, вчера уже, да, там в школе зарезал мальчик, там, и не хочу об этом говорить, это на самом деле очень-очень тяжело. Трамп сегодня подписал закон для иммигрантов, который усложняет им. Это пишет CGTN Америка со ссылкой на Белый дом. Президент Дональд Трамп подписал прокламацию о дальнейшем ужесточении и ограничении выезда иностранных граждан в Соединенные Штаты. США ввели полные ограничения и запреты на въезд для граждан еще 5 стран: Буркина-Фасо, Мали, Нигерия, Южного Судана и Сирии. Он что-то забыл. Сомали он забыл, дорогие мои, о котором говорил. В дополнение к первоначальному списку из 12 государств. Также полные ограничения на въезд введены в отношении лиц, имеющих проездные документы, выданные Палестинской национальной администрацией, дорогие мои. Дональд Трамп сейчас очень-очень жестко ко всему относится. И сейчас я вам прочитаю. Шмыгаль был сегодня на Рамштайне, и вот к чему они пришли. Результаты Рамштайна, что обещали Украине союзники в 2026 году. Министр обороны Украины, знаете, как-то непривычно. Шмыгаль все время был премьер-министром, тут уже стал министр обороны. Это, знаете, как это? Девочки меняются, а кровати остаются, да? Шмыгаль рассказал о результатах 32-го заседания союзников Украины в формате «Рамштайн», которое состоялось во вторник в формате онлайн-конференции. То есть они уже не собираются в Германии. Шмыгаль сообщил, что по итогам 2025 года Украина может получить военную помощь на рекордную сумму в 45 миллиардов долларов, а в следующем году общие оборонные потребности Киева составят 120 миллиардов долларов, из которых нужно будет большую часть разворовать.
По словам Шмыгаля, в результате заседания в формате «Рамштайн» решено следующее. Германия направит в 2026 году 11,5 миллиардов евро, при этом акцент будет сделан на системы противовоздушной обороны, беспилотники и артиллерийские снаряды. Киев уже получил от Берлина новые системы ПВО «Патриот» и «Ири-Сти». Британия усилит возможность ПВО Украины на сумму 600 миллионов фунтов за счет использования замороженных российских активов, средств партнеров и собственного бюджета. Канада направит для производства украинских дронов 30 миллионов канадских долларов. Она также поставит ракеты АИМ-9, электрооптические сенсоры и другую помощь. Нидерланды направят 700 миллионов евро на беспилотники, в том числе 400 миллионов на изделия украинского производства. Дания передаст 29-й пакт помощи на сумму 250 миллионов евро, в который войдут дроны, системы ПВО и поддержка украинской авиации. Конечно же, есть Эстония у нас, продолжит поддерживать Украину на уровне не менее 0,20%, 25% своего ВВП, что составляет 142 миллиона евро. Она также внесет в IT-коалицию 9 миллионов евро. Ничего себе, это что ж такое? Латвия также направит помощь Украине в виде 0,20% ВВП, что составит 110 миллионов. Ну и Литва, конечно же, 0,25% ВВП отправит, более 220 миллионов евро. Люксембург обещает направить 100 миллионов евро. А где здесь вообще Люксембург, дорогие мои? В 2026 году, а также внести 15 миллионов для программы PURL. Норвегия предоставит общую помощь в 2026 году на сумму 7 миллиардов долларов. В рамках чешской инициативы по покупке снарядов для Украины в 2026 году уже профинансированы поставки 760 тысяч таких боеприпасов. Ну, вот примерно, что произошло на Рамштайне, дорогие мои. Поехали дальше. Тут у нас Зеленский тоже, в стороне не стоит. И, сегодня очень много чтива, поэтому готовьтесь без видео, а именно чтиво. Зеленский говорит, что США отправят России новые предложения, дорогие мои, по мирному плану, а затем пройдут новые американско-украинские переговоры. Я вообще себе не представляю. Они будут постоянно России просто отправлять результаты и все. Зеленский, который находится с визитом уже в Нидерландах, рассказал о следующих шагах о переговорах в установлении мира. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Скофом он сообщил, что теперь американская сторона передаст обновленный мирный план из 20 пунктов России, а получив от нее ответ, проведет новый раунд консультаций с Украиной, дорогие мои. Вот то, о чем я вам и говорил в предыдущем видео, да, что вот так они что-то вытанцовывают какой-то сценарий, и, между прочим, такие говорят России, давай там перемирие какое-то сделаем. Зеленский в течение 2 дней встречался в Берлине со специальным посланником Трампом Стивом Уиткофом и зятем Джаредом Кушнером. После переговоров стороны заявили, что Вашингтон согласился предоставить Украине юридически обязывающие гарантии безопасности, но нерешенным остался самый сложный вопрос, угадайте какой, конечно же, территориальные уступки. Москва продолжает настаивать на выводе украинских войск со всей территории Донецкой области, в том числе из тех районов, которые не оккупированы российскими войсками. Украина считает такие требования неприемлемыми. Со всеми этими реакциями американская сторона будет контактировать с российской стороной, и после этого будет встреча с Украиной в США на уровне переговорных групп, сказал Зеленский. Я думаю, что в ближайшие дни, может быть, на выходных, может, немного позднее. Американские чиновники заявили, что новый раунд переговоров может состояться в Майами. Как привычно. Зеленский на пресс-конференции уточнил, что он сам в этих консультациях участвовать не будет. Их проведут переговорные группы. Все как обычно. Потом он не примет ничего. Что еще сказал Зеленский? Членство в Европейском Союзе – важнейшая часть гарантий безопасности.
в так называемой коалиции желающих стран, готовых принять участие в миротворческой операции в Украине после прекращения около 30 государств. Роль каждой уже из них определена, но стороны договорились пока не разглашать подробности. Вы видите? Украина рассчитывает получить от западных союзников 40-45 миллиардов долларов, ну говорили, что евро же, в течение 2026 года, рассчитывая на общую сумму 210 миллиардов долларов, а это примерно размер замороженных российских активов в ЕС, которые Украина и некоторые европейские страны рассчитывают использовать для финансирования Киева. Размер ущерба, нанесенного Украине войной, втрое больше, чем 200 миллиардов. Неудивительно. Предоставление, которое говорит ЕС и Европа. Ну ничего, они уже, как говорится, украинцев, реально они будут делать налог для украинцев, дорогие мои. Поехали дальше. У нас Верховный суд России отправил дело о квартире Долиной на новое рассмотрение. Как сообщает ТАСС, суд признал право собственности спорной квартиры за покупательницей Полиной Лурье, однако сохранил за певицей право проживания в ней до решения суда апелляционной инстанции. Насколько я осведомлен, там было два суда. Два суда были непосредственно за саму Долину. Вот. Ну, там длинная история, вкратце объяснить. Она деньги, которые ей передала Лурье, передала мошенникам. Куда исчезли деньги, неизвестно. Посадили 4 ребят и квартиру оставили непосредственно самой Долиной. И Лурье осталась, можно сказать, и без денег, и без квартиры. Ну, вот уже третья инстанция, это Верховный суд, уже решил, что, как говорится, будут делать с теми деньгами и с квартирой. Ну, видите, суд стал на стороне Лурье, дорогие мои. Поехали дальше. В России полностью планируют заблокировать YouTube в течение года, заявил замглавы комитета Госдумы по информатике, точнее информполитике Андрей Свинцов. Ну, на самом деле, это не очень, вот как он аргументирует. YouTube будет полностью ограничен в России в течение 6-12 месяцев, так как он продолжает игнорировать российское законодательство. РКН будет постепенно вводить дополнительные ограничения до полного выдавливания YouTube, сказал Свинцов, призвав пользователей и создателей контента перейти на российские видеоплатформы. Напомним, что в настоящее время в России уже замедляется и ограничивается работа YouTube. Дорогие мои, я на прямом контакте с сотрудниками Рутюб, но, к сожалению, у украинцев заблокирован Рутюб. Если у россиян будет заблокирован YouTube, то Рутюб будет заблокирован у украинцев. Ну, я в любом случае выгружаю туда и туда, но очень-очень низкий трафик в Рутюб. Он без рекомендаций, без тех алгоритмов, которые, если даже вы заметили, когда я где-то в поездке, то очень тяжело выгружать даже там с помощью Starlink в Рутюб. И я уже по приезду отгружаю в большом количестве видео для того, чтобы уже могли смотреть без VPN жители России. Ну, вот о чем я и говорил, это о том, что поляки меняют статус, о чем Навроцкий намекал непосредственно самому Зеленскому. В Польше планируют отменить особый статус украинских беженцев и приравнять их к другим иностранцам. Глава кабинета президента Польши Шефернахер. Хорошая фамилия. Сообщается, что правительство Польши подготовило законопроект, который отменит особый статус украинских беженцев после 4 марта 2026 года. Предложенные изменения повлияют на социальные и медицинские услуги. Украинцы по-прежнему смогут получать неотложную медицинскую помощь, однако если им понадобятся другие медицинские услуги, то придется платить соответствующие взносы, как это делают другие резиденты. Это же относится и к программе 800+. Родителям необходимо будет иметь официальную работу, чтобы получать помощь на детей, дорогие мои. Ну, как я и говорил, что Навроцкий
Навродский будет непосредственно давить на... Хочу показать вам интересное видео о том, как присылается контрабанда вот, из Беларуси в Литву, насколько я помню. Сняла BBC. Я покажу коротко. Полное видео есть в Телеграме. Я всегда выкладываю, если длинные видео. Ну, я любые видео туда выкладываю. Поэтому подписывайтесь. Ссылочка в описании под каждым видео и также в описании канала. Поехали. Вот в небольшой деревне в Литве садится воздушный шар. Его посадки уже ожидают несколько человек на машинах. Но через несколько минут их всех задержат пограничники. В этих коробках контрабандные сигареты из Беларуси. Контрабандисты запускают воздушные шары из Беларуси, а их сообщники принимают их в Литве. Из-за этих шаров аэропорт Вильнюса закрывается несколько раз в неделю и несет огромные убытки. А по всей стране объявлено чрезвычайное положение. Но кто за этим стоит и кто на этом зарабатывает? Примерно 30% сигарет, которые потребляются в Литве, попали в страну незаконно из Беларуси. Раньше контрабандные сигареты перевозили через границу на поездах и машинах, но после частичного закрытия наземных границ контрабандисты переключились на воздух. За 10 месяцев 2025 года литовские пограничники изъяли почти 900 тысяч пачек сигарет, которые... Дорогие мои, давайте посмотрим это видео уже непосредственно в самом телеграм-канале. Поехали дальше, у нас еще куча новостей. Ну, дикция, конечно, у девочки, ей бы, ну, а если она работает на BBC, надо немножечко воздуха продавливать, а не просто трындычать через губы и так далее. Это такое замечание для BBC. Немножечко надо голоснейший, как говорят. Ну вот, для украинцев подарки, да, что за репарации они хотят денег снять со всех, ну и также с украинцев. В Украине после войны может быть введен налог на восстановление, заявила замминистра развития общин и территории Алена Шкрум. По ее словам, уже ведется работа над созданием отдельного фонда восстановления, поскольку ни один международный банк не создан для восстановления страны во время войны. Эти банки имеют длительные бюрократические процедуры и высокие требования к государствам, дорогие мои. Сейчас, 2 секунды. В то время как в Украине срочно нужны средства. В перспективе фонд восстановления может финансироваться через отдельный налог, как это делали в Японии. Но до конца войны отдельного налога не будет. Класс! Уже и Украину с Японией сравнивают. Ну, нормально. Тут еще от Молдовы у нас подскочило интересное. Молдова объявила об изъятии у Лукойла топливного терминала в аэропорту Кишинева. Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну отметил, что через 20 дней государство станет собственником аэропортовой нефтяной инфраструктуры. Ну, прекрасно. Молдавия себя затягивает именно как можно глубже и куда, вы знаете, глубже. Давайте посмотрим сейчас Лукашенко. Он делал тоже заявление сегодня западным журналистам. Ну, там интересно. Посмотрим его до конца, этот спич. President Trump has been disappointed with President Putin. Президент Трамп был разочарован президентом Путиным и президентом Зеленским. Что Путин хочет? Я сейчас уверен, что Путин хочет мира. Не буду называть причины, вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский. Уверен, особенно сейчас. Он хочет мира. Но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные. В чем Трамп прав? Он говорит о том, что надо смотреть на реалии, надо смотреть на результаты этой войны на сегодняшний день. И исходить из реалий. Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, ну пусть воюет. Но с моей точки зрения, я думаю, Трамп придерживается такой позиции, что если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать. Но что самое опасное, что если этот конфликт будет продолжаться, и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира. Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт. Поэтому его надо потушить, пока возможно, сейчас.
Сейчас как никогда есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу. Это важнейший ваш внешнеполитический вопрос. Никакие Тайвань там и другие конфликты в мире и будущие конфликты, проблемы не могут перекрыть этот вопрос, потому что, повторяю, продолжение конфликта приведет к глобальному конфликту с применением всех вооружений, которые есть у стран. Этого допустить нельзя. Видите, он немножечко скромничает по поводу и там глобального и так далее. Он знает, о чем говорить прекрасно. Ну и также американцы знают и о чем вести с ним непосредственно диалог, потому что, ну и как европейцы заявляют, там 360 тысяч и все такое. Хочу сказать одну вещь, дорогие мои, что мы на пороге либо мира, либо Третьей мировой. И действительно зависит это от Дональда Трампа. То есть это не зависит там от Европы, это не зависит на 100% от России, потому что Россия готова пойти на обе стороны, но более приоритетное, конечно, чтобы не погибали люди, это мир. Но если Европа хочет, то сожгут Европу. Просто сожгут. Может, кому-то это и надо, да, там. Ну, особенно, знаете, мне нравится заявление, что там после этих ударов не остается типа ядерного следа. Ну, какая разница, люди поумирают, которые вообще не винны в этом. То есть вот мы как видим, да, мы видим, когда кто-то идет на провокацию, а потом уходит от ответственности из-за этой провокации. Ну, и гибнут люди. То есть в Одессе, да, вот сейчас вот именно такая ситуация. То есть люди сейчас страдают за политики Зеленского и обвиняют во всем Россию, потому что кто-то выходит на, как это сказать, на пьедестал провокационных каких-то действий, а потом с этого пьедестала сбегает в определенный момент. А потом вот так вот, знаете, как-то стоя со стороны рассказывает, вот какие там плохие, да, там с той стороны и так далее. Опять же, всегда изучайте бэкграунд того, что происходит. Я имею в виду к новым подписчикам. У нас сейчас очень большое количество подписчиков. И появляются новые и новые. И когда мне некоторые говорят о том, что там, я постоянно говорю об одном и том же, окей, это значит, что ты все понял. Но приходят к нам новые. И мне нужно продолжать держать ту линию, которую я держу. Со своей упертостью, упрямостью. Я не буду переобуваться. И на следующем видео говорить совсем другое, что нужно какие-то другие позиции или другие взгляды какие-то иметь. Я буду говорить именно постоянно о том, что происходит, и причины, как говорится, первопричины, не меняя этого. Но каждый новый человек должен слышать это и быть в курсе этого всего. А тем, кто уже давно подписан, просто слушают новости о том, что происходит. Но когда делают замечания по поводу того, что ты говоришь постоянно одно и то же, так это наоборот не замечание, дорогие мои. Это как раз и говорит, что я не собираюсь переобуваться. Я стою на своем. Я стою на том, от чего другие убегают. Потому что они считают, что от этого контент страдает. Я здесь не из-за контента. И я уже миллион раз говорил, что как все закончится, я сразу же... Я пришел из ниоткуда и уйду туда, к себе, в никуда, в свою жизнь. Свою любимую жизнь со своими дочерьми. И у меня уже осталась одна собака. Вот, так что не из-за контента. Пофиг на тот контент. Главное, чтобы люди получали ту информацию, которая действительно соответствует действительности. И неважно, кто там воспринимает ее, что она однотипная. Она однотипная для тебя, который смотришь уже там 10-20 видео. Но новые люди заходят. И они должны знать то, о чем мы и какая у нас тема. И вот у меня новый человек заходит и спрашивает: о чем вы говорите? Я говорю, мы говорим о том, что либо будет мир, либо Третья мировая. Так что так, дорогие мои, купил себе, точнее пришел ко мне телесуфлер, как видите, еще пока набиваю руку, и еще ко мне одна штука пришла, для которой нет порта, с помощью которой я управляю этим телесуфлером. Вот, так что я апгрейджусь, видите, я не знаю, сколько мне времени отведено. В прямом смысле слова. Но я это время использую на максимум.
Я все покупаю для того, чтобы эти новости были комфортные, чтобы они были с качественным звуком, с качественной картинкой, с качественным светом и оборудованием, таким как телесуфлер и то, что ему помогают, дорогие мои. Так что не знаю, что потом я с этим всем буду делать, но на данный момент это все помогает для того, чтобы легче доносилось, чтобы, знаете, не зашел человек, посмотрел такой, сказал, да, несерьезно, что все было серьезно, дорогие мои. Всех обнял.